Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Последнее слово Чаушеску. Что он сказал перед расстрелом?». Одни считали Николая Чаушеску, главу румынской коммунистической партии, настоящим диктатором, другие – освободителем румынского народа. Однозначно сказать о нем до сих пор нельзя. Но если брать за основу последнее суждение, то диктаторам вообще редко когда удавалось спокойно прожить отпущенное для них время. И часто в могилу они тянули за собой всю свою семью. Так и Николай Чаушеску с женой Еленой по приговору военного трибунала прямо из здания суда отправились на казнь. Этих пожилых супругов расстреляли вместе. Страшное событие произошло 25 декабря 1989 года, когда все католики пекли рождественские пудинги и встречали праздник в кругу семьи. Что было удивительно, так как еще совсем недавно власть Чаушеску в Румынии всем казалась непоколебимой. Румынского диктатора в свое время прекрасно знал Михаил Горбачев. Они общались не только по служебным делам. Уже в более позднее время советский президент отмечал, что за годы своего правления Николай Чаушеску стал чрезмерно заносчивым. Он никого не признавал и даже заставлял граждан Румынии публично демонстрировать свою верность ему. Жители этой страны тогда просто боялись лишний раз выразить свое мнение, чтобы их, не дай бог, не поняли неправильно. Со всеми, кто выступал против его режима, Чаушеску расправлялся весьма решительно, хотя называл это простой кадровой перестановкой. Прибегал он в том числе к насильственным мерам. Диктатор довел до совершенства систему слежки, доносительства и розыска. Все, кто высказывал собственную точку зрения и не соглашался с действующим режимом, подвергались гонениям. Исключений не делали ни для кого. В итоге всю Румынию охватили массовые беспорядки. И у Чаушеску, как считал Горбачев, особого выбора не было. Он только мог или по собственной воле сложить свои полномочия, или же жестко подавлять протесты. Потому его и называли диктатором. В городе Тимишоара в конце осени 1989 года стал разгораться этнический конфликт. Вооруженное восстание зрело уже давно. Но после того, как румынские власти сначала отправили местного священнослужителя Ласло Тёкиша под домашний арест за то, что он поддерживал венгерские меньшинства, после этого и полиция вовсе попыталась выгнать священника из городка, земляки решили заступиться. У дома Тёкиша начали собираться единомышленники. Люди взялись за оружие, начались волнения. Но правительство уже не реагировало на требования народа. Через месяц Чаушеску все-таки устроил внеплановое заседание Политбюро РКП, потому что нельзя было продолжать просто так игнорировать мятеж в Тимишоаре. На этом собрании диктатор приказал силовикам стрелять по народу, если не будет подчинения, но, к его удивлению, большая часть членов правительства отвергла предложенный Чаушеску вариант разрешения проблемы. Они просто сказали, что сделают все необходимое, чтобы волнения утихли, однако кровь проливать не станут. В тот день, когда состоялось заседание РКП, Николай Чаушеску отправился в Иран с официальным визитом. Однако, спустя 3 дня, не завершив переговоры, ему в срочном порядке пришлось вернуться в Бухарест. Там тоже начинались волнения. Чаушеску сразу же выступил с обращением на центральном телеканале Румынии. Он обвинял в сложившейся ситуации зарубежные спецслужбы, которые давно готовили смуту среди народа. А уже 21 декабря в центре Бухареста устроили манифестацию, где граждане должны были выразить преданность главе Компартии и подтвердить, что согласны с его политикой. Сначала все шло по плану властей. Митингующие люди поднимали вверх портреты супругов Чаушеску, и все мирно и дружно выкрикивали лозунги, прославляющие социалистический режим в Румынии. На площади появился сам диктатор и начал произносить речь. Однако вдруг, в какой-то момент, выступление вождя прервала разорвавшаяся неподалеку от трибун петарда. Толпа взволновалась, видимо, это был какой-то сигнал, а спустя несколько минут манифестанты, словно по команде, резко изменились и начали уничтожать портреты диктатора, крича «Долой тирана!». Николай Чаушеску был настолько сильно удивлен, что сразу же прекратил выступление и удалился с трибун. Митинг продолжался, толпа бесновалась и не хотела расходиться. С наступлением вечера на Дворцовую площадь въехали танки и открыли огонь по протестующим, без предупреждения по команде Чаушеску. В тот день, во время румынской революции 1989 года, пролито крови больше, чем в любом другом восстании, произошедшем в Восточной Европе в процессе ликвидации социализма.
Поняв, что ситуация необратима и уже вышла из-под контроля преданных им людей, 22 декабря 1989 года супруги Чаушеску собрались улететь из страны на вертолете. Они опасались за свои жизни и неспроста, ведь уже даже армия стала поддерживать повстанцев. Но побег не удался. У Чаушеску и его жены не получилось даже пробраться незаметно к взлетному полю. Опасаясь преследования, супруги постучались в первый попавшийся частный дом и попросили убежища у хозяев. Те вроде бы согласились им помочь. Они впустили беглецов, затем заперли их в одной из комнат и немедленно вызвали военных. Вечером того же дня Николай и Елена оказались в полицейском участке города Тырговиште. История умалчивает о том, как военные обращались с диктатором и его женой, но, скорее всего, никакого уважения не проявляли. Оттуда майор Ион Мариш перевез их в казарму местного воинского гарнизона, сказав, что только там супруги будут в полной безопасности. Но в итоге последние несколько дней своей жизни муж и жена Чаушеску, которые привыкли жить в богатстве и комфорте, провели в воинской казарме на простых железных кроватях. С утра 25 декабря в воинскую часть в сопровождении юристов прилетели представители нового правительства. Удивительно, как скоро они договорились, кто будет там главным и кто за что отвечает. Новые власти Румынии боялись, что пока Николай Чаушеску жив, его приверженцы просто не признают легитимность новой власти и будут делать попытки спасти своего диктатора. По этой причине суд над Николаем и Еленой состоялся сразу, в день прибытия представителей новой власти Румынии. Во главе суда стоял генерал Джорджица Попа, а в качестве защитника супругам предоставили Мику Теодореску, который выступал только формально. В тот день Чаушеску обвинили в геноциде румынского народа, бесчисленных преступлениях государственного характера, развале экономики государства и в наличии личных банковских счетов за рубежом. Суд напоминал плохую комедию, разыгранную с той только целью, чтобы оправдать казнь бывшего политического лидера в глазах мирового сообщества, да и простых людей Румынии. В ходе суда обвиняемым постоянно грубили и намеренно обращались к ним на «ты», несмотря на пожилой возраст супругов. Адвокат подсудимых, даже не изучив дело, сразу предложил им оправдать свои поступки психическими отклонениями и старческим маразмом. Но муж и жена Чаушеску с возмущением отказались от подобной защиты. Они заявили, что, несмотря на возраст, пока еще в своем уме. Чаушеску вообще не признали законность этого скоропостижного суда, и они не стали отвечать на большинство вопросов, которые им задавали обвинители и судьи. Весьма несправедливое заседание не продлилось и 2 часов, а его исход был известен с самого начала. Даже адвокат супругов Чаушеску в своей завершающей речи просто признал их виновными во всех грехах и буквально дал добро на казнь. Казнь супругов Чаушеску состоялась в тот же день, 25 декабря 1989 года. Как только завершилось судебное заседание, их вытолкали на улицу, отвели к солдатскому туалету и там расстреляли. Обязанности палача были возложены на военного, который служил в той же части, капитана Ианелла Баеру. Однако он никогда не считал себя убийцей 2 пожилых людей. В беседе с журналистами Баеру как-то высказался, что всегда с ревностью выполнял приказы вышестоящего руководства. Если бы он не стал исполнять этот приговор суда, то был бы расстрелян в тот же день вместе с супругами Чаушеску. По словам очевидцев, выходя из казармы, где проходило слушание дела, Николай Чаушеску напоказ громко распевал пролетарский гимн. А прямо перед расстрелом он прокричал: «Да здравствует свободная социалистическая Румыния! Долой предателей!» Но жена Чаушеску вела себя совсем по-другому. Елена непрерывно плакала, умоляла пощадить их и говорила солдатам, что те несправедливо поступают, что не заслужил ее муж такую позорную смерть. Ианел Баеру после этой казни резко поднялся по карьерной лестнице. Из капитана он сразу превратился в полковника. Аналогично был награжден и майор Ион Мариш. Не все люди были согласны с тем, как новые власти поступили с главой румынской коммунистической партии. После этого суда на протяжении многих лет тем, кто судил и казнил супругов Чаушеску, поступали анонимные угрозы. Письма отправляли те, кто поддерживал бывшего диктатора. К могиле Чаушеску и его жены до сих пор несут цветы, ухаживают и почитают их память. Интересно, что в завершении 1989 года сотрудники румынского телевидения и радио, чтобы выслужиться перед новой властью, стали, говоря о Николае Чаушеску, называть его антихристом, казненным в день Святого Рождества. Более того, в средствах массовой информации стали распространять слух, что от режима диктатора пострадало более 50 тысяч румын. Чету Чаушеску румынские журналисты прозвали «зловещий и порабощавший народ». Но позже выяснилось, что число пострадавших от режима Чаушеску было во много раз преувеличено.
Этот факт знали те, кто организовал расправу. Так, в своей книге, написанной в 1994 году, Джелу Войкан Войкулеску признал, что расстрел четы Чаушеску – настоящее преступление, ответственность за которое он возложил на себя. А Джорджица Попа, генерал, который вынес смертный приговор пожилой паре, покончил с собой весной 1990 года, всего через полгода после того расстрела. Может быть, его замучила совесть? Но многие были уверены, что это была месть за расстрел Чаушеску. Много лет про казнь Чаушеску умалчивали, но в феврале 2011 года в газете «Аргументы недели» появился материал, в который некий советский офицер разведки делал шокирующие признания. Он говорил, что свержение Чаушеску – дело рук сотрудников КГБ и ГРУ СССР, действовавших по указанию Горбачева, и им помогала Венгрия. В частности, именно венгерские снайперы-диверсанты, заранее заброшенные в Румынию, и обстреливали протестные демонстрации. Именно это и привело к возмущению народа и военному мятежу. Газета объясняла и мотивы участия СССР в устранении главы Компартии Румынии. Оказывается, он начал программу по созданию своего ядерного оружия, стремясь к независимости страны. А ведь и точно, в мае 1989 года Чаушеску говорил, что Румыния имеет все, чтобы сделать атомную бомбу. И несмотря на то, что для завершения программы требовалось еще лет 10-15, в Советском Союзе решили действовать немедля. Более того, в устранении Чаушеску были задействованы также и агенты ЦРУ. Именно ЦРУ и Российская служба внешней разведки вывезли из Румынии в 2003 году расщепляющие материалы и доставили их в Новосибирск. Эта версия повторилась и позже. В 2017 году «Экспресс-газета» опубликовала похожие материалы и добавила еще один мотив, из-за которого ликвидировали Николая Чаушеску. Дело в том, что ядерное оружие позволило бы Румынии с большей аргументацией проводить политику своей великодержавности. Так, это государство могло бы потребовать пересмотреть границы СССР и Болгарии, чтобы Румыния получила Бессарабию, Южную Добруджу и Черновицкую область Украины. Вот потому-то президент СССР и преданные ему высокопрофессиональные сотрудники ГРУ решили, что Чаушеску нужно просто устранить во избежание проблем. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.